Здравствуйте, друзья! Луна – причина всемирного потопа. Сейчас повсюду развернута кампания борьбы с мыслями, которые идут вразрез с общепринятыми, не всегда правильными научными теориями. Любую попытку задуматься начинают очернять и высмеивать. Кто-то или что-то изо всех сил не хочет, чтобы до людей доходила информация, которая позволяет людям задуматься над многим в нашем мире. Постарайтесь поделиться ссылкой на этот ролик, отправляйте ссылку на него своим друзьям, чтобы как можно больше людей начали задумываться. Возможно, ролик скоро удалят или перестанут показывать. То, что вы сейчас услышите, может повергнуть вас в недоумение и даже возмутить, но отбросьте предубеждения и постарайтесь послушать. Ведь мы же все же разумные люди, правда? А что если 200 лет назад Луны не было? Как вам такое? Оказывается, во многих хрониках, мифах и преданиях говорится, что как раз Луны-то на небе не было. Причем не было до потопа, а после него она появилась. Подчеркнем, несмотря на весомые доказательства, многие все-таки воспринимают этот факт как гипотезу. Что ж, и компьютерный анализ убеждает не всех. Возможно, новые методы исследования с использованием компьютерных технологий в чем-то хромают. Но это логика, факты, аргументы. Как ни странно, у классической истории и науки в отношении многих постулатов основным доводом является то, что так всегда считалось. Так написано у такого-то и такого-то признанного автора. В конце концов, так уже давным-давно везде написано. Но ведь любая версия каждого глубоко уважаемого древнего ученого, историка, философа авторская. Это его мнение, его умозаключение, его оценка. Тем не менее, это воспринимается сегодня как чуть ли не протокольный документ и пересказывается как аксиома. А легенды, мифы, предания, наоборот, считаются волшебными сказками. Очевидно, приходит время переосмыслить и изменить некоторые устоявшиеся подходы. Для сравнения вспомним события в нашей стране, например, 1991 года, современником которых был каждый. От того, что где-то был в это время, кто на чьей стороне, кто очарован, кто разочарован произошедшим и так далее, зависит авторская версия событий. И версии эти разные не потому, что кто-то лжет, нет, просто мы по-разному смотрим на вещи. Но так было и в древние времена. Предание же выделяет главный итог любого исторического события. Удивительно, но кое-что в новой биографии Луны, чье прошлое воссоздано с помощью компьютера, совпадает со многими фактами, записанными в древних источниках. А совпадения, как известно, редко бывают случайными. Итак, что же видели земляне в ночном небе много-много веков назад? Оказывается, во многих хрониках, мифах и преданиях говорится, что как раз Луны-то на небе не было. Причем не было до потопа, а после него она появилась. Это заметили жители древней Аркадии, южное побережье нынешней Греции, южноафриканские племена бушменов и другие жители Земли. Правда, следы приливов и отливов, вызываемых, как известно, Луной, найдены в очень древних породах, что никак не вписывается в допотопную безлунную теорию. Но если не Луна, так может быть другой спутник исполнял ее функции. Есть древние источники, свидетельствующие, что были времена, когда на небе всходили две Луны и даже несколько Лун. Возможно, эти иные спутники молодой Земли ведали приливами и отливами и прочим лунным хозяйством. Представители великой цивилизации майя оставили нам свидетельство, что, например, им по ночам светила Венера, а не Луна. Но может быть и Венера в те времена была совсем другой, нежели сейчас. Один древнеримский историк полагал, что потоп произошел потому, что Венера изменила свой цвет, размеры, форму, вид и курс, чего никогда прежде и потом не было. По Талмуду потоп случился из-за того, что Бог в созвездии изменил места двух звезд. А многие мифы и предания утверждают, что Луна взошла на небосклоне после того, как мрак, окутавший Землю во время Великого потопа, рассеялся. Так не она ли стала его причиной? Луна не всегда была спутником Земли, так считают многие. Немецкий астроном Гестер Корн полагает, что возраст Луны примерно равен возрасту Земли. По его мнению, Луна после своего рождения вращалась по орбите, находящейся от Земли приблизительно на расстоянии 2 земных диаметров. Однажды близко от Луны пролетело космическое тело огромного размера, в результате чего сместилась, сдвинулась первичная лунная орбита, сдвинулась в сторону Земли.
И изменившееся расстояние между Землей и Луной уже было таково, что Луна, которая меньше Земли, попала в плен земного притяжения. И тут Луна продемонстрировала все, на что способна. Именно она стала повелительницей земных вод, ведь суши на нашей планете не так много и жидких подземных структур. Ее приближение вызвало огромные и повсеместные в общепланетарном масштабе приливные волны, извержения вулканов и землетрясения. Волны высотой со скалы взмывали вверх, неслись, поглощая сушу и разрушая все на своем пути. Вулканы выплескивали из жерл горячую магму, и воды закипали вокруг. Твердь содрогалась и трескалась, уходила из-под ног, открывая ужасную глубину своих недр, где все перемешалось и клокотало. Итак, мнения многих астрономов и сюжеты древних преданий практически совпадают в том, что Луны до потопа на земном небосклоне не было, и именно после потопа она появилась. Зная, за что сейчас отвечает ночное светило, нетрудно предположить, что, скорее всего, новое место Луны в космосе в качестве спутника Земли и привело к такой катастрофе, как Великий потоп. Наиболее распространенная версия по поводу происхождения Луны приведенная выше. То есть Луна другое, ранее самостоятельное, а потом волей случая попавшее в зону земного притяжения космическое тело. Самая экстравагантная гипотеза предполагает, что Луна – искусственно созданное представителями высшего разума космическое тело. Там расположены их базы, в том числе для наблюдения за Землей, космодромы и прочее. Эта вторая версия, в свою очередь, делится на две не менее неординарные подверсии. Одна предполагает, что основа Луны все-таки естественная, что это космическое тело просто выведено на околоземную орбиту и освоено в той мере, в которой необходимо. Сторонники другой подверсии считают, что Луна вообще не планета, а гигантский НЛО, замаскированный, закамуфлированный под безжизненную остывшую планету, спутник Земли. Герберт Уэллс, описавший в известном романе лунных жителей, копошащихся под толщей лунного грунта, писатель-фантаст. Но по последним исследованиям именно выдумать, придумать, сочинить в первоначальном значении этих слов человек не в силах. Он лишь принимает информацию, подключается к некоему супермозгу, суперкомпьютеру, к нелимитированному, ничем не ограниченному банку информации и просто черпает оттуда. Даниил Андреев тоже уделил внимание Луне и ее жителям в своей розе мира. Информация получена автором, как теперь говорят, контактным способом, что он сам неоднократно подчеркивал. И во многом она совпадает с описанием Уэллса, чьей интуицией поражается Андреев, подчеркивая, что ему более свойственна наукообразность и рационалистичность мышления. В последние годы все чаще, более открыто и на высоком уровне обсуждается проблема метеоритной опасности, которая для Земли не так уж эфемерна. Метеорит – это так называемое малое космическое тело, малое по сравнению с огромными планетами. Но, будучи достаточно приличных размеров, такое малое тело может упасть на Землю с эффектом множества атомных бомб. Откуда берутся малые тела? Они могут быть и осколками огромных. Но ведь и Земля – космическое тело, от которого тоже может отколоться, оторваться и пуститься в космический дрейф какой-нибудь осколок, в том числе и очень большой. Писатель Анатолий Черняев считает Тунгусский объект не упавшим осколком некоего неизвестного космического тела, но гравитационным болидом, рожденным самой Землей. По его версии, огромная часть земной плоти вырвалась из нашей планеты в районе Тунгусской тайги и поднялась вверх. Но в силу разных обстоятельств удалиться на безопасное расстояние от Земли этому земному осколку не удалось, и он, недолго продержавшись в подвешенном состоянии, вскоре рухнул. Не на иную планету, а на свою родную. Очевидцев близкого старта такого объекта быть не могло. Если таковые и были, они погибли. А те, кто тогда издалека видел что-то в небе, никак не могли предположить, что этот метеорит в буквальном смысле тунгусский. Это просто падала, возвращаясь назад, вырванная мощным гравитационным взрывом с корнем часть тайги. То, что сначала мощно исторгло из себя, а потом недалеко отпустила наша Земля. Кому-то более убедительными кажутся иные версии по поводу происхождения тунгусского объекта. Не будем ни на чем настаивать. Заметим просто, что сам факт рождения метеоритов Землей точно так же возможен, как и рождение их иными небесными телами. Так почему же нельзя предположить, что когда-то огромная часть нашей планеты откололась от нее и была выброшена в космос? Этот гигантский осколок понесся сквозь космическую мглу,
но вырваться за пределы земного тяготения не сумел и стал спутником планеты, его породившей. Даниил Андреев, помимо множества эпитетов и характеристик нелестных, которые он дает селенитам, называет их все-таки лунным человечеством. Это странно, потому что при этом он подчеркивает верность их описания тем же Уэллсом. Но Уэллс описывает насекомообразность облика лунных жителей и возможность трансформа их тел в зависимости от задачи, рода деятельности, их обитания внутри Луны, чья поверхность на первый взгляд кажется безжизненной. С нами весьма мало общего. Так люди или не люди, и может ли быть вообще обитаема Луна? Ее поверхность явно не приспособлена для жизни, так возможно ли жизнь, да еще разумная, под толщей лунного грунта? Может ли быть правдой то, что описал Уэллс и с чем согласен Андреев? Вспомним две вещи. Первое. Ной, как известно, пытался и других людей предупредить о том, что стало известно ему самому, о надвигающемся потопе и необходимости строить ковчеги. Ему просто не поверили. Второе. Во все века, как и сейчас, далеко не все люди пытаются предупредить остальных о предстоящей опасности. Особенно не грешат этим сильные мира сего. У них во все времена особые меры защиты, особые предосторожности и секретность, секретность, секретность. В общем-то, история уже давно дала понять, что государству и всем политикам верить совершенно нельзя. Что делают современные земляне для защиты от возможной ядерной войны, от последствий возможных техногенных или космических катастроф? Они строят бункеры. Глубокие, огромные, размером с города и очень прочные. Современные технологии позволяют годы, десятилетия и даже столетия совершенно автономно жить глубоко под землей, генерируя кислород, воду и производить все, что нужно для жизни. Конечно, не всему человечеству, а лишь избранным богачам. Во времена Холодной войны многие американцы построили такие бункеры у себя под домами. Но огромные и супернасыщенные современные элитные бункеры – это уровень высоких космических технологий. Реальная история Земли дает нам доказательства того, что до нас на нашей планете жили не только обезьяны-люди, сравнение с которыми сегодня льстит нашему самолюбию, но и высокоразвитые цивилизации, уровня многих из которых мы еще не достигли и неизвестно, достигнем ли вообще. Что если часть некой древней высокоразвитой земной цивилизации, ее элита, оповещенная о предстоящей катастрофе, предпочла более надежные бункеры, а не утлые ковчеги? Тогда произошло примерно следующее. Ученые той цивилизации поняли, что бурные процессы землетрясения, сопровождающиеся извержениями наземных и подводных вулканов, перемещениями целых материков, затоплением и появлением из океанских глубин огромных кусков суши, движутся к катастрофическому апогею. Они вычислили места и породы, которые, скорее всего, сохранятся, уцелеют, и бункеры были построены именно там. В критический момент в них спустилась довольно многочисленная элита того общества с еще более многочисленной обслугой и приближенными. Сначала все шло как предполагалось. Где-то бушевали яростные стихии, а здесь было спокойно и безопасно. Но однажды все задрожало и зашевелилось. Часть помещений стала рушиться. До застывших в ужасе людей, которые считали себя спасенными, так как бункер проверили на прочность уже много разбушевавшихся земных стихий, доносились ревущие звуки, которых прежде они никогда не слышали. Многие подумали, что их город-бункер вместе со скальной породой, в которую прочно вмурован, погружается на дно океана, или его утягивают под землю кипящие потоки магмы и лавы грандиозного землетрясения, извержения. Выдержат ли стены сверхдавления и сверхтемпературы? Если да, смогут ли люди когда-нибудь выбраться из неведомого плена и увидеть свою живую планету с деревьями и цветами, вдохнуть не искусственный воздух, выпить настоящей воды? Приборы жизнеобеспечения и наблюдения словно сошли с ума. Сначала по их показаниям выходило, что бункер стремительно движется, объятый пламенем, а потом он замедлил ход, оказавшись в каком-то странном холодном пространстве. Этот гигантский бункер оказался вмурованным как раз в ту часть планеты, которая оторвалась от Земли и превратилась в гигантский метеорит. Разогнавшись в космосе, он вдруг дернулся, как будто кто-то дернул его за веревку, и затормозил. Покувыркавшись в попытке вырваться из мертвой хватки земного притяжения, глыба смирилась и сделала свой первый круг вокруг Земли в качестве ее спутника. Это лишь предполагаемая реконструкция событий, но так могло быть.
Внутри гигантского осколка Земли, как внутри огромного НЛО, могли уцелеть люди, и они могли продолжить свое существование в новых условиях. Представим себе их чувства, когда они решились использовать некий прибор, может быть наподобие перископа, чтобы посмотреть, что там снаружи. Тогда они все увидели, просчитали и поняли. Считать невозможным столь сильное постепенное изменение внешнего облика бывших землян, если Уоллес прав, ставших селенитами, нельзя. Это и на Земле не проблема. В отсталых племенах, в некоторых религиозных орденах и организациях, в отдельных оазисах особо изощренной эстетики и культуры бытовали и бытуют способы изменения внешности человека, исходя из задач. Особые колодки на ногах девочек, чтобы ступня оставалась маленькой. Особые обручи на шеях, удлиняющие их неимоверно и так далее. Это исходя из того, что красота требует жертв. Если учесть особые лунные условия, наверняка имевший место в экстремальной ситуации всплеск научной мысли обитателей лунного ковчега, их стремление выжить любой ценой, то есть за счет других, то придание кому-то нужного облика в нужных целях – вещь отнюдь не невероятная. Если люди на Земле могут калечить себе подобных, то в лунных обстоятельствах новоиспеченным селенитам это тоже не было заказано. А ведь могли быть еще естественные мутации. Условия это совершенно отличные от земных, генные опыты и так далее. Возможно, бывшие мы, оторвавшись от Земли, изменились и стали чужими. Скорее всего, Луна обитаема, или во всяком случае является своеобразной обитаемой орбитальной космической станцией. Те земляне, кто высаживался на поверхность этого спутника Земли в наше время, видели то следы от танка, то некие огромные объекты, наблюдающие за их экспедицией. Они слышали переговоры чужих, находили странные прозрачные стекляшки в форме призмы, которым, по нашим подсчетам, миллиарды лет, и оранжевые стеклянные фигурки или их фрагменты. С космической орбиты из Земли наблюдались многочисленные полеты НЛО, как сопровождающие космические корабли землян, так и летающие над поверхностью Луны безотносительно наших действий. На Луне видели также некие прилуняющиеся или взлетающие объекты и поверхностные строения, агрегаты, аппараты, значение которых так и не было понято. В НАСА есть очень впечатляющие снимки, большинство которых засекречено. Но и малая часть этих фотографий дает специалистам повод утверждать, что лунный ландшафт очень отличается от пустынного и неизменного пейзажа холодной необитаемой планеты. Оказывается, Луна застроена какими-то архитектурными и иными сооружениями. Множество прозрачных куполов, двух- и трехэтажные бараки, строения треугольной формы, башни, мосты. Все это сопоставимо с земной архитектурой. Причем есть купола столь внушительных размеров, что могут накрыть собой целый город. Все это вписывается в гипотезу о том, что Луна – оторвавшаяся часть Земли. Ведь эти архитектурные сооружения могли быть построены по образу и подобию земных теми землянами, кто когда-то невольно вынужден был осваивать новообразовавшееся космическое тело. Идея огромных куполов рассматривается сегодня как одна из основных для спасения людей и продолжения жизни на Земле в случае планетарной, экологической или климатической катастрофы. Скорее всего, она пришла и в голову землян, оказавшихся первыми лунными жителями. Тот же бункер, только на поверхности. Возможно, и часть каких-то техногенных объектов, замеченных на поверхности Луны, это обломки прежней допотопной высокоразвитой земной цивилизации. Но дело в том, что снимки зафиксировали изменения в одних и тех же лунных пейзажах, трансформацию, перемещение, движение, причем не только движение НЛО. Некоторые исследователи считают огромные трассы, трубы и механизмы частью действующих производств. Все это работает, вгрызаясь в лунную породу и каким-то образом гигантскими порциями перерабатывая ее. Зачем? Мы не знаем. Еще одна особенность. На некоторых сооружениях, расположенных на высоких местах, обнаружены связывающие их между собой тросы, провода или линии связи. К тому же на Луне замечен странный свет. Синим подсвечены сигнальные кресты, зафиксированные во множестве. Некоторые прозрачные купола накрывают собой светящиеся огромные платформы, но освещение обычно не включают там, где никого нет. Еще одна загадка. На некоторых снимках явно видны огромные земные буквы и цифры. Возможно, это случайное совпадение естественных лунных ландшафтных форм, несколько причудливых, с земными символами, и наше воображение услужливо дорисовывает то, чего нет на самом деле.
Но ведь земляне, очутившиеся на новом спутнике Земли, могли пробовать вернуться на Землю. Возможно, пытались сообщить о себе тем, кто остался на родной планете, надеясь, что гигантские буквы увидят с Земли. Так могло быть. У Луны вполне могло быть земное прошлое. Так ли это? И каково оно лунное настоящее? Эти тайны Луны пока не разгаданы. Хочу напомнить, что мое мнение не всегда совпадает с мнением автора статьи. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.